Сможете ли вы сходу назвать хоть одну королевскую семью, в которой рожден всего один наследник престола? Такую семью, где родители решили бы ограничиться лишь одним единственным ребенком? Спешим сразу ответить, таких домов в мире нет, за редким исключением семьи японского принца Нарухито и принцессы Масака, которая не может рожать детей из-за затянувшихся депрессий, но это совсем другая история. У хризантемового трона и так достаточно наследников. На самом же деле, каждая монаршая чета, находящаяся в непосредственной близости от престола, обязана произвести на свет хотя бы двоих наследников, причем с минимальной разницей в возрасте. И, думаем, вы уже догадались почему, если со старшим претендентом на трон что-либо случается, его место должен будет немедленно занять младший. Кронпринцесса Швеции Виктория с братом принцем Карлом Филиппом, принц Уильям и принц Гарри во время визита в Глазго. 29 июля 2014 года таких, вторых по старшинству, детей зовут запасными принцами и принцессами, с английский. Анне и Рантяспари. Чаще всего их шансы занять трон стремятся к нулю, однако никакой свободы от королевских обязанностей они все равно не получают. Наследный принц Японии Нарухито с братом принцем Акисина, ноябрь 1969 года принц Чарльз и принцесса Анна, 12 мая 1958 года. Унизительный термин «запасной наследник» был придуман в Великобритании, и не случайно. Если посмотреть на другие королевские дома Европы, то там вторые по старшинству наследники живут вполне себе обыкновенной жизнью. Вступает в брак с простолюдинами, ездит, когда им вздумается, в отпуска и, кажется, даже не вспоминают о своей миссии, уготованной им от рождения. Между тем, в чопорной британской семье о подобной свободе запасным принцам и принцессам остается только мечтать. Каждое их требование о послаблении статуса сопровождается запретами и скандалами, которые, в конце концов, логично выливаются в бунты, а иногда и сломанные судьбы. Наследный принц Норвегии Håkon с сестрой Мартой Луизой на мемориальной службе в честь принца Фриза, 2 ноября 2013 года будущий король Испании Фелипе с сестрой Кристиной, 2001 год. Мы рассказываем о 5 запасных принцах и принцессах Великобритании новейшего времени, чей не самый почетный статус, так или иначе, отразился на их дальнейшей жизни. Принц Альберт, герцог Йоркский, основной претендент на трон. Эдуард, принц Уэльский. В чем его проблема? Непопулярность на фоне старшего брата принца Альберта и его старший брат, а по совместительству наследник британской короны, Эдуард рос бок о бок. Их разделял всего год разницы и целая пропасть в положении. С малых лет будущий король знал, кто он такой и кем ему предстоит стать. Об этом ему постоянно напоминали то родители, то няньки, то друзья, а то и просто поклонники. Дэвид, как его называли в семье, был очень харизматичным ребенком, активным, дружелюбным, общительным, словом, настоящим лидером. Таким, каким никогда не удавалось стать принцу Альберту. Старшие сыновья Георга В. 1900 год на отдыхе на острове Уайт,
1906 год. Крупица внимания от нянек, единицы друзей, почти нулевые успехи в школе и, наконец, суровое воспитание отца, которого до белого коленя раздражал тихий нрав второго сына. Минус все это сделало из Берти настоящую белую ворону. Да, он не был популярен в народе, но что еще хуже, он не был популярен в своей собственной семье, настолько, что вскоре домочадцы просто махнули на него рукой, перестав даже поверхностно посвящать его в тонкости ведения государственных дел. На фоне энергичного Эдуарда, который вечно пропадал в заграничных турах, срывал аплодисменты при любом публичном появлении и был почетным гостем на приемах, второй сын Георга Вейни просто меркнул, его вообще не было видно. Берти, казалось, терпел неудачи по всем фронтам, даже в любви. Его возлюбленная леди Елизавета Боуслайон 2 года отклоняла его предложение выйти за него замуж, прежде чем сдалась в 1923 году. И это могла бы быть история с печальным концом, если бы не внутренняя сила характера Альберта, проявившаяся впервые в годы его военной службы. И здесь, как ни странно, он на 100 очков вперед обогнал своего старшего брата, ведь ему, в отличие от брата, которому запрещалось подвергать себя реальной опасности, довелось участвовать в настоящих морских сражениях Первой мировой. Принц Альберт позирует в форме королевских ВВС. 1918 год. Принц Альберт играет в теннис. 1922 год. Из армии Альберт вернулся обновленным, решительным и храбрым, без 5 минут героем. Заикание, конечно же, никуда не делось, но именно тогда даже строгий отец оттаял по отношению к сыну и искренне возгордился им. Король даже доверил Берти ведение дел с представителями рабочего класса, и запасной принц, на удивление всем скептикам, преуспел, ратуя за введение технических новшеств в производство и строительство трамвайных путей. Казалось бы, наконец, в душе запасного принца наступил покой, но вдруг случилось то, чего не ожидал никто. Тот самый всякий случай, Эдуард VIII отрекся от престола ради жизни с простолюдинкой. Эдуард VIII со своей возлюбленной Олис Симпсон в день их свадьбы, 2 июня 1937 года. Британская королевская семья после коронации Георга, 12 мая 1937 года. Уже в наши дни выяснилось, когда стало понятно, что отречение неизбежно, и права наследования должны перейти к заике Берти. Кабинет министров попытался устроить заговор против запасного принца. Они предложили королеве-матери взять на себя регенство, а затем отречься в пользу своего третьего сына, герцога Кентского, который был куда популярнее у подданных. Чем все закончилось, королева Мэри не пошла на поводу у министров-заговорщиков, и принц Альберт был коронован как Георг V. Заика-король получил корону в очень смутные времена, тень Второй мировой войны уже накрывала Европу. А через 2 года докатилась и до Великобритании. Возможно, в мирное время Георгу так и не удалось бы проявить себя.
но война была тем, в чем он знал толк. А кроме того, рядом с ним оказалась очень харизматичная боевая подруга, его любимая жена Елизавета. В годы войны им двоим удалось стать для нации символом сопротивления фашизму, и рейтинг королевской семьи ощутимо вырос, вопреки надеждам антимонархистов. И, кстати, от заикания король благополучно избавился благодаря стараниям австралийского логопеда Лионела Лага, но, думаем, что эта чудесная история вам и так хорошо известна. Если же нет, то рекомендуем посмотреть фильм «Король говорит». Невзрачный запасной принц сумел стать королем, которым гордился его народ. В 1952 году Георг V скончался от рака легких, оставив после себя двух дочерей, будущую королеву Елизавету II и запасную принцессу Маргарет. Принцесса Маргарет – основный претендент на трон. Принцесса Елизавета, в чем ее проблема? Зависть и ревность со стороны старшей сестры. Маргарет не родилась запасной принцессой и первые 6 лет своей жизни провела в относительно благополучных и, главное, равных условиях со старшей сестрой. Все изменилось в конце 1936 года, когда дядя Эдуард решил, что любовь важнее долга, и отказался от трона в пользу отца Марго, принца Альберта. Так, по воле случая, Великобритания получила нежданного короля Георга VI, а Лилибет и Маргарет стали наследными принцессами номер 1 и номер 2 соответственно. Король Георг с дочерьми, 1938 год. Елизавета и Маргарет, 1936 год. Старшую, Лилибет, срочно посадили за парту. 11-летней девочке предстояло экстерном пройти все то, что иные наследники усваивают с самого рождения. Маргарет, которая была младше сестры на 4 года, в силу возраста и новых обстоятельств, оказалась предоставлена самой себе. И без того очень разные по темпераменту сестры стали стремительно отдаляться друг от друга. Ситуация соперничества обострялась тем, что король Георг отдавал явное предпочтение младшей дочери. По крайней мере, Елизавета была совершенно уверена, что отец больше любит нее, а именно Маргарет, которой достались не только веселый нрав, но, как с возрастом выяснилось, и более привлекательная внешность. Елизавета добивалась похвалы родителей упорным трудом, а Маргарет достаточно было улыбнуться. С возрастом ситуация стала только хуже. Будущей королеве приходилось просчитывать каждый свой шаг, дабы получить одобрение подданных. А Марго вела себя, как кинозвезда, и, играючи, получала свою порцию восторгов подданных. Принцесса Маргарет на обложке журнала в 1953 году. Сестры прибывают в Сент-Маргаретс, 10 февраля 1948 года. В 21 год Елизавета вышла замуж за принца Филиппа, в которого была влюблена с 13 лет, и на брак с которым долго не соглашались ее родители. Филипп считался бедным родственником, почти что никем,
в сравнении с самой Елизаветой. С этого момента соперничество сестер вышло на новый уровень. Марго на тот момент уже расцвела, как английская роза и, как говорят, однажды Филипп не смог устоять перед очарованием запасной принцессы и решил за нею приударить. В молодости Филипп имел славу бабника, так что, ничего удивительного. Конечно, Маргарет не опустилась до предательства по отношению к сестре, но то и флирта было достаточно. Принцесса Маргарет влюбилась. Но, как и положено в лучших традициях Шекспира, ее избранник был ей не ровня, а главное, разведенным отцом двоих детей. Капитана Питера Таунсенда знала вся Великобритания, он был героем 2 войн и служил при дворе. Более того, ему благоволил сам покойный король, отец Елизаветы и Маргарет. Но этих заслуг было недостаточно, чтобы сочетаться браком с принцессой крови. Вот тут-то Маргарет и осознала в полной мере, что значит быть запасной. Влюбленной принцессе быстро напомнили ее место под солнцем, точнее, в тени сестры. Выйти замуж за любимого человека она могла бы только с разрешения Елизаветы, как главы англиканской церкви. Но та не стала создавать прецедент и отказала младшей сестре в ее просьбе. Под благовидным предлогом следования традициям скрывалась банальная женская месть. Марго была в этом совершенно уверена. 3 года давления, и в 1955 году запасная принцесса выступила с официальным обращением к нации, в котором торжественно обещала, что никогда не выйдет замуж за капитана Питера Таунсенда ввиду обязанностей по отношению к своей стране. С этого момента ее жизнь полетела под откос. Чем все закончилось, принцесса отдалилась от сестры, создала в своей резиденции личный фан-клуб, стала водить знакомства с богемой, а в конце 50-х это означало не только танцы до утра. Марго путешествовала по Европе, общалась с дизайнерами, артистами, музыкантами, пила, курила, и не только табак. Она снималась для глянцевых обложек, покупала дизайнерские наряды. Ее шопинг-терапия дорого обходилась казне, но остановить съехавшую с катушек принцессу не мог никто. В 1960 году Маргарет вышла замуж за Энтони Армстронга Джонса, своего ровесника, подающего надежды фотографа. Несмотря на то, что этот союз тоже был мезальянсом, из-за чего свадьбу Марго и Энтони проигнорировали большинство монархов и европейских держав, Елизавета приняла выбор сестры, пожелав Марго женского счастья. Но счастья не случилось. Брак оказался поспешным. Позже выяснилось, что Маргарет приняла предложение Энтони, спустя сутки после того, как Питер сообщил ей, что женится. Спасти его не смогли даже дети, у Маргарет и Энтони 2 детей. Даже после замужества принцесса не изменила привычкам, но изменяла супругу.
Алкоголь, баганая жизнь, сигаретный дым – все это подрывало не только репутацию запасной принцессы, но и ее здоровье. Спустя 18 лет, Марго и Энтони развелись, причем далеко не друзьями. Последние годы жизни Маргарет много болела, а после несчастного случая и вовсе оказалась в инвалидном кресле. Инсульт поставил точку в несчастной судьбе принцессы номер 2 в феврале 2002 года. Принцесса Анна – основной претендент на трон. Чарльз, принц Уэльский. В чем ее проблема? Соперничество со старшим братом за любовь матери в своей же собственной семье. Елизавета, в детстве ревновавшая своего отца к младшей сестре, считая, что той достается больше заботы, создала абсолютно противоположную ситуацию. В противовес своим родителям Елизавета большей любовью одаривала своего старшего сына Чарльза, тогда как запасной принцессе Анне доставались лишь остатки родительской ласки. Разница в отношении матери к двум детям была так сильна, что даже королевские няни учтиво советовали Елизавете не создавать ситуаций, в которой дети конкурировали бы за ее внимание. Королева Елизавета с детьми, 1951 год. Чарльз и Анна играют в замке Балморал, Шотландия, 28 сентября 1952 года. Нет, разумеется, Анна не была изгоем и уж тем более не была бунтаркой, как ее тетя Маргарет. Девочка получила великолепное образование, много путешествовала по миру, всегда улыбалась подданным, а злобу и обиду на судьбу, очевидно, вымещала на ипподроме. У запасной наследницы развился определенный талант к конному спорту и, надо думать, именно по образу и подобию свободолюбивых и грациозных лошадей принцесса закаляла свой характер. Маленькая принцесса, понимая, что внимания матери одним своим существованием не добиться, старалась быть лучше Чарльза во всем: отличные оценки, высшие результаты на соревнованиях, восторженные отзывы преподавателей, все, чтобы заслужить похвалы. После школы, кстати, она мгновенно вошла в топ самых трудолюбивых членов королевской семьи, посещая более 500 официальных мероприятий в год. Это первенство она держит до сих пор, а ведь скоро ей исполнится 67 лет. Известно, что именно в детстве в нас закладываются наши главные черты характера. Так, маленькая Анна, всегда с завидным упрямством добивавшаяся своих целей, выросла в мудрую и не по годам женщину, ценящую независимость и знающую себе цену. Она больше не питала иллюзий, она была выше их. Свое положение второй после Чарльза Анна принимала в полной мере и никогда не жаловалась, хотя как-то позволила себе оговориться, что она далеко не принцесса из сказки. Между тем, даже за столь неосторожно брошенную фразу королевскую дочь никто не посмел осудить. Напротив, подобные своенравные выходки всегда сходили ей с рук, ведь ее заслуги перед обществом и короной были несоизмеримо выше. Брат и сестра в Норфолке, февраль
1970 год. Принц Чарльз и принцесса Анна на играх высокогорья в Бремере, Шотландия, 8 сентября 1968 года и, к слову, о своенравности. Сильный и волевой характер принцессы даже позволил ей без труда получить согласие матери на брак с простолюдином Марком Филлипсом, олимпийским чемпионом по конному спорту, а затем ее одобрение на развод и новый брак с конюшем Тимоти Лоренсом, с которым Анна счастливо живет до сих пор. Таким образом, она стала первым разведенным членом королевской семьи, сумевшим повторно вступить в брак при здравствующей королеве, и не получившим при этом ни одного камня в свой огород. Запасная принцесса всегда жила скромно. Анна появляется в одном и том же наряде не просто годами, а десятилетиями, и все на ней сидит идеально, ведь с 20 лет принцесса носит один и тот же размер, а ценность ее для короны слишком высока, так что уж кто-кто, она точно заслужила свое право на счастье. По крайней мере, думается, что ее сломанную судьбу Елизавете бы точно не простили. Чем все закончилось, на какое-то время запасная принцесса стала едва ли не самым популярным членом королевской семьи, лихо обогнав в этом деле своего непутевого братца Чарльза, который в то время как раз погряз в неправильных с точки зрения двора отношениях с Камиллой Паркер Боулс. Простые британцы до сих пор воодушевленно величают дочь Елизаветы лучшей королевой, которой у них никогда не будет, а журналисты наперебой поют дифирамбы ее титанической работоспособности, независимости и поведению в соответствии со старыми традициями британской аристократии. К примеру, если принцесса Диана во время очередного мероприятия с любовью обнимала бросавшихся к ней в объятия детей, то Анна, следуя протоколу, даже не здоровалась с ними. Непринужденное поведение леди Ди подкупало и восхищало британцев, но только чопорность Анны ввергала их в благоговение перед священной таинственностью института королевской власти. И, кстати, на собственных отпрысках Анна отыгрываться за свое испорченное детство не стала, а, напротив, сразу же запретила двору присваивать Филиппу и Заре какие-либо титулы. Внуки королевы всегда росли в свободе, скромности и с полноценными шансами на достойную самореализацию. Так и вышло, Филипп занялся бизнесом, а его сестра стала чемпионкой по конному спорту. Содержание детей Анны не стоит британским подданным ни фунта, что вновь дает простым британцам повод восхищаться королевской принцессой и даже не вспоминать о ее истинном унизительном статусе. Принц Гарри – основной претендент на трон. Принц Уильям, герцог Кембриджский. В чем его проблема? Родители были слишком заняты личной жизнью Уильяма. Гарри, в отличие от многих королевских братьев и сестер, никогда не были соперниками. Напротив, они всегда росли хорошими друзьями, а после смерти матери их братские узы окрепли с еще большей силой. Мальчики поддерживали друг друга, как могли, но все же даже эта дружба не всегда была идеальной.
Принц Уильям провожает брата в школу Уитербы в его первый учебный день. Первые шаги Гарри. Кенсингтонский дворец. Смерть матери стала ударом для обоих братьев. Но шло время. Уильям, в силу возраста и темперамента, постепенно оправлялся от смерти Дианы и погружался в собственное дело, не имея возможности проводить столько же времени с братом, как в детстве. Отец решал проблемы с легализацией своей любовницы, которую все называли чуть ли не основной причиной гибели мамы, в статусе жены. Для Гарри это было слишком. Он жаждал внимания и поддержки, но, увы, никто не мог дать запасному принцу то, что ему было по-настоящему нужно. И тогда его накрыло. Следующие 15 лет он жил на грани. Психологическая травма все не отпускала, а рассказать о своих переживаниях Гарри было уже некому. Высвободить свое горе юный принц смог только в нарочито демонстративном веселье, безбашенном, недостойном королевского отпрыска, всепоглощающем. Эксперименты с травкой, туманящий голову, пьяные вечеринки, дебоши и драки, вечеринки с малознакомыми девушками. Да, тогда поведение юного принца доставило порядочно хлопот его бабушке, которая в свое время уже пыталась усмирить другую свою родственницу-тусовщицу, сестру Маргарет. Между тем, со временем выходки принца становились все серьезнее. В 2012 году интернет облетели фотографии абсолютно голого и пьяного Гарри с очередной вечеринки в Вегасе, на которой монарший отпрыск с треском проигрался в бильярд на раздевание. Это было апогеем и в то же время последней каплей. Ниже юному принцу падать было некуда. Чем все закончилось, к счастью, в тот момент принцу удалось найти другой способ высвободить накопившееся горе, обиды и агрессию. Юноша поступил на службу в армию и вскоре отправился воевать в Афганистан. И уже оттуда Гарри вернулся абсолютно другим человеком. С тех пор принц проявляет себя исключительно как филантроп, заботливый дядя Джорджа и Шарлотты и любимый внук Елизаветы. Казалось бы, жизнь наладилась, но все же, согласитесь, благотворительность – не самое подходящее занятие для 33-летнего мужчины. Однако, увы, на сегодняшний день королевский статус другого не предполагает. Сам же принц не раз жаловался в интервью, что хотел бы жить обычной жизнью и найти нормальную работу, за что уже получил от простых британцев, недовольных нытьем монаршего отпрыска. На премьере фильма «Дюнкерк» 13 июля 2017 года Гарри играет с детьми в гандбол. 28 июля 2017 года к тому же, и его постигла чума влюбленности в разведенную женщину, актрису Меган Маркл. Поговаривали, что Елизавета опять против выдавать своих потомков за неправильных невест, но, как мы знаем, все обошлось.
19 мая 2018 года состоялась, возможно, самая необычная для королевской семьи свадьба принца и разведенной актрисы смешанной расы, а сама мисс Маркл уже очаровала и королевскую семью, и многих британских подданных. Ей даже прочат стать второй народной принцессой. Какой была Диана? Принцесса Шарлотта – основный претендент на трон. Принц Джордж, к счастью, у маленькой Шарлотты пока никаких проблем нет, и в ближайшем будущем не предвидится. Да, так или иначе, очаровательная принцесса тоже принадлежит к команде запасных. Однако мы, со своей стороны, уверены, ее счастливой судьбе ничего не угрожает. Хотя уже сейчас мы можем наблюдать колоссальную разницу в характере малышей. Если Джордж растет скромным и даже пугливым мальчиком, то Шарлотта явно ведет себя более решительно, проявляя любознательность по отношению ко всему, что происходит вокруг. Вполне вероятно, что в будущем эти детки составят классическую пару интроверт-экстраверт, и тут общительную и харизматичную принцессу вполне может не устроить роль какой-то запасной. Принцесса Шарлотта впервые показывает характер на публике в аэропорту Гамбурга, 21 июля 2017 года. С другой стороны, после смерти нынешней королевы лицо британской монархии сильно изменится, ведь следующие два короля женаты на простолюдинках, да и в целом представляют собой более либеральных правителей, нежели чем Елизавета. Так что, быть может, Кейт и Уильям положат конец эпохе несчастных запасных детей. У нас есть все основания так думать, ведь уже сейчас Джордж и Шарлотта воспитываются хоть и в консервативных традициях, но все же, в первую очередь, как дети, а не монарши и отпрыски. Фото: Getty Images.